У американки Эмили Джонсон уже было 2 детей, и, как она считала, этого было вполне достаточно. С мужем они обсудили свои планы на будущее и пришли к выводу, что не хотят расширять семью. Эмили чувствовала себя комфортно в роли матери, но не хотела снова проходить через беременность и роды. Поэтому она решила обратиться к врачу и рассмотреть варианты контрацепции. После консультации с врачом Эмили выбрала специальный имплантат, который должен был вырабатывать гормоны, предотвращающие зачатие. Производители таких средств давали гарантию на 99%, что зачатие не состоится. Эмили была уверена, что теперь сможет спокойно наслаждаться жизнью с мужем и детьми, не беспокоясь о нежелательной беременности. Прошло несколько месяцев, и Эмили продолжала жить своей обычной жизнью. Она воспитывала детей, работала и проводила время с семьей. Однако, спустя 18 недель после установки имплантата, она начала чувствовать себя не совсем хорошо. Сначала она списала это на усталость и стресс, но вскоре ее состояние стало вызывать беспокойство. Она решила сделать тест на беременность и, к своему ужасу, получила положительный результат. Эмили не могла в это поверить. Как такое могло произойти? Она быстро записалась на прием к врачу, чтобы выяснить, что происходит. На УЗИ врач не увидел никаких следов имплантата и сделал вывод, что он, вероятно, выпал. Эмили была в шоке. Как она могла быть беременной, если ее защищал имплантат? Врач объяснил, что такие случаи редки, но все же возможны. Внутренние факторы, такие как гормональный фон или стресс, могли повлиять на эффективность средства. Несмотря на все переживания, Эмили приняла решение продолжать беременность. Она понимала, что это может быть неожиданным поворотом в ее жизни, но в глубине души чувствовала, что, возможно, это и есть судьба. Когда пришло время родов, Эмили была готова. Она родила мальчика по имени Оливер с помощью кесарево сечения. Этот момент стал для нее настоящим чудом. Когда Эмили впервые увидела своего сына, ее сердце наполнилось любовью. Она сделала снимок, на котором Оливер держит в руках тот самый имплантат, который должен был предотвратить его появление на свет. Этот кадр стал символом неожиданности и непредсказуемости жизни. Эмили поделилась им с миром, и многие люди были поражены ее историей. Сама Эмили считала, что маленький Оливер – это настоящее благословение. Пусть его появление на свет не было запланировано, но женщина не могла себе представить жизнь без этого малыша. Он стал источником радости и счастья в ее жизни, и она поняла, что иногда самые неожиданные события могут привести к самым прекрасным моментам. После рождения Оливера Эмили задумалась о том, как избежать подобных сюрпризов в будущем. Она решила провести добровольную стерилизацию, перевязав фаллопиевы трубы. Это решение дало ей уверенность в том, что она сможет уберечь себя от очередного неожиданного поворота судьбы, пусть и такого милого, как Оливер. История Эмили и Оливера стала ярким примером того, как природа может брать свое, несмотря на все наши ухищрения. Эмили поняла, что жизнь полна сюрпризов, и иногда стоит просто принять их с открытым сердцем. Она научилась ценить каждый момент, проведенный с детьми, и осознала, что даже самые неожиданные события могут стать настоящими благословениями. Теперь, когда Эмили смотрела на Оливера, она понимала, что именно он стал важной частью ее жизни, и что иногда судьба имеет свои планы, которые могут удивить нас самым приятным образом. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.